Если кто-то лет 10 назад сказал бы Валерии, что она станет домохозяйкой, она бы громко рассмеялась. Она была амбициозной, умной, закончила школу с золотой медалью, затем экономический университет в крупном городе. Отец, Павел Степанович, вырастил ее один после того, как ее мама умерла от болезни, когда Валерии не было и 5. Павел Степанович был простым плотником, но талантливым и трудолюбивым. Начав с небольшой мастерской в гараже, он со временем основал собственную мебельную фабрику, которая приносила стабильный доход. Валерия с детства видела, как отец выкладывался ради нее, и после вуза решила пойти работать к нему в компанию, сначала в качестве экономиста, а потом стала фактически его заместителем. Именно там она и познакомилась с Денисом, новым водителем, стройным парнем с живыми голубыми глазами. Он только устроился в фирму и сразу же попал в поле зрения Валерии. Несмотря на разницу в статусе и образовании, между ними быстро возникли чувства. Денис рассказывал, что когда-то учился на программиста в соседнем городе, но на 2-м курсе произошел конфликт с преподавателем, из-за которого его отчислили. Потом была армия, после которой он остался без возможности восстановиться. Чтобы зарабатывать, пошел работать водителем, попутно продолжая брать частные заказы по разработке программ. Павел Степанович был не в восторге от выбора дочери. Но она настояла. «Мы любим друг друга. Это главное». Через год они поженились, и вскоре Валерия забеременела. Потом родился сын, а через 2 года — дочка. Денис устроился в отдел продаж и быстро продвинулся. Он был умен и не боялся работы. С помощью тестя он получил заочное образование и вскоре стал управляющим на фабрике. После смерти отца, трагическая автомобильная авария, Валерия была разбита. Денис стал ее опорой. Он перевез семью за город, купив просторный дом в поселке, оформив на него ипотеку. Деньги снял с общего счета, но она тогда не придала этому значения. Чтобы избавиться от воспоминаний о погибшем отце, Валерия переписала все права на фабрику мужу. Он стал владельцем, а она — полноправной хранительницей очага. Казалось, все складывается хорошо. Денис много работал, ездил в командировки, зарабатывал. Валерия была уверена. У нее самый надежный и преданный муж. Но однажды все рухнуло. Денис сказал, что хочет съездить к матери в деревню. Мол, она плохо себя чувствует. Валерия, заботливая и понимающая, отпустила мужа без лишних вопросов. Но через 2 дня он перестал выходить на связь. Ни телефон, ни мессенджеры, ничего не работало. Спустя сутки позвонила женщина, представившаяся матерью Дениса. «Нашего Дениса больше нет. Умер. От вируса. Похоронили сегодня утром. Гроб был закрытый». Это был первый удар. Валерия не могла поверить. Второй, когда из банка сообщили, автоматический платеж по ипотеке не прошел. Счет оказался пустым. Все средства были сняты за день до отъезда Дениса. Третий — визит налоговой. Оказалось, что через фирму шли сомнительные транзакции и вывод средств за рубеж. Началась проверка, производство встало. Управляющий фабрики Виктор Семенович, старый сотрудник и человек кристальной репутации, пытался помогать как мог. Он приютил Валерию с детьми в пустующей квартире дочери. От прежней роскошной жизни не осталось ничего. Те, кто раньше звал ее подругой, теперь делали вид, что не знают ее. Прошло несколько недель. Валерия отчаянно искала ответы. В голове не укладывалось, как муж, которого она считала честным и любящим, мог провернуть такую аферу. Тогда она решила, нужно ехать в деревню, к тому кладбищу, где якобы похоронили Дениса. Оказавшись на месте, она узнала от местных. Деревни как таковой давно нет. Живых там не осталось. Только старое кладбище. Женщина наняла таксиста и поехала туда.
Среди бурьяна и заброшенных могил она нашла свежий холмик земли с крестом и фотографией Дениса. Сердце оборвалось. Но тут появилась пожилая женщина, Дарья Ивановна, отшельница, живущая в лесу в старой избушке. Она рассказала Валерии, что видела, как ночью на кладбище приехал фургон. 2 мужчин вынесли пустой гроб и закопали. Не было ни рыданий, ни прощаний. Все сделано было наспех и по-тихому. «Это могила фиктивная», — сказала Дарья. «Твой муж жив». Оказалось, Денис действительно родился в этой деревне, но еще ребенком остался сиротой. Его воспитала бабушка в соседней деревне. А там у него с юности были отношения с девушкой, Аленой, дочерью главы сельского совета Руденко Юрия Аркадьевича. У них есть общий ребенок. Все это время они поддерживали связь, а Алена растила сына одна. Когда Валерия вышла замуж за Дениса, он не порвал отношения с прошлым. Более того, он начал строить план. Сначала стал владельцем фабрики, вывел средства, а затем инсценировал собственную смерть. Документы о смерти помогли подделать местные врачи и глава сельского совета ради счастья дочери. Валерия, вернувшись домой, отправилась в полицию и настояла на эксгумации. Результат подтвердил. Гроб был пуст. Началось расследование. Юрия Руденко допросили, и тот сознался. Он подкупил фельдшера, который оформил фиктивную справку о смерти. Вместе с братом он тайно похоронил пустой гроб. Денис же в это время с Аленой и сыном уже был за границей, с новыми документами и ворованными деньгами. Через несколько месяцев их нашли. Денис был арестован. На суде Валерия сидела в зале. Он не посмотрел на нее ни разу. Только когда выносили приговор, бросил фразу «Богатые куклы, вас не жалко». Она улыбнулась. Не от злости, от облегчения. Истинное лицо мужа, наконец, раскрылось. Она развелась с ним в тот же день. Часть средств удалось вернуть, фабрику — нет. Но Валерия не сдалась. На остатки накоплений и с помощью Виктора Семеновича она открыла небольшую кофейню. Потом самую вторую. Сейчас в ее родном городе уже сеть из 5 уютных кафе. Она работает ради детей и ради себя. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.